Ну, привет всем. Те же там же. Акт 2. Да что за хрень такая? Ну ладно. Так. Йоу-йоу. Сейчас, короче, погнали. Я учту уроки прошлого выпуска и не буду долго размазывать кашу по тарелке. Буду просто проходить курс, а вы его поспевайте. Hello World. Да, какие-то ключевые вещи я буду скидывать в чат. Но, в принципе, это не вебинар, я долго развозить не буду. Поэтому базово у вас два варианта. Либо вы просто повторяете за мной и по ходу дела какие-то мелочи додумываете, да, доделываете, благо сейчас ничего сложного там нет. Либо вы просто в фоновом режиме слушаете и пытаетесь что-то задавать вопросы, может, иногда. Короче, я исходник по просьбам трудящихся на GitHub буду выкладывать вот сюда, на адрес, который у вас на экране. Так, где наш чат? О, Александр. Работаю я в Андроид студии в самой последней версии 3.0.1. И в данный момент прохожу вот этот курс. На повестке дня приложение «Я богач». Вот, я надеюсь, я сегодня его доделаю быстренько и пойду дальше. Что там дальше по программе? Начну новое делать, наверное. Это план максимум на сегодня. Вот. Застревать надолго не буду. Если что-то очень прям сильно припрет, то спрашивайте. Это стрим для активного спортсмена и всех, кто впервые. Напишите, кто впервые вообще пришел на этот стрим. Поставьте единичку, кто впервые здесь, на стриме про Андроид. В общем, для тех, кто впервые, скачайте вот отсюда, вот по этой ссылке мой исходник, если вы хотите за мной повторять, а не просто смотреть. Откройте его в свежей версии Android студии. Android Studio загуглите, она, собственно, одна официальная гугловская среда разработки под Android. Откройте этот проект в ней, и я буду дальше доделывать это приложение. Окей? Так, где наша статистика? Вот, нас уже 15 человек. Все, ништяк. Тогда я чат убираю. Я на него поглядываю периодически, но, в общем, сильно не отвлекаюсь. Итак, что у нас тут? Ага. Alright, so first thing we're going to do is we're going to go to our browser and we're going to download a zip file with the graphic assets. So grab this from... Он тут, короче, картинки предлагает скачать. Смотрите, сейчас я вам их тоже дам. Все равно они на GitHub у меня появятся. Я думаю, ничего криминального в этом нету, чтобы их с вами пошарить. Давайте залью куда-нибудь. Так. Диск. Ну-ка посмотрим, что там нам еще предлагает. Музыка. Бездеревная.
Опа. Атмосферка, конечно. А, ну Новый год же скоро. Фрэнк Синатра. Вот, ловите файлы кассетов. Я его у себя развернул, уже сейчас буду ставить. Так. Музон нам не нужен больше. From our online platform and save it to your downloads folder. Then just extract the files contained to extract Так, ну pieces понятно. of text, the screen layout, and inside without having extracted anything. Okay, so we've downloaded our graphics to our downloads folder, but we haven't added it to the project yet. So let's go back to Android Studio and add our graphics. Graphics, just like pieces of text, the screen layout, and app icons, are part of the app resources. Within resources, there should be a special folder called Drawable, which will contain. Click on that, and you will see the resources folder pop up on your hard. Все, идея понятна. Я подозреваю, что прямо сюда вот можно и вставлять. Да, угу. Это иконки, да, ну, лаунчер, понятно, иконки для запуска. Diamond Image, о, огромная какая. Так, ясно. Hard disk. If you open it, you will see the same folder structure that you have in Android. And Да, понятно, понятно. it's like an empty. Вставили, вставили. There's a proper. Опа. Select the diamond image. Let's drag and drop. Image View. Угу. Так, подождите, я себе уменьшу, нафиг я тут такой нужен огромный. Image View, ты где? Widgets. А вот Image. Куда поставим? Ну да. Опа, давай по центру. Угу. Так, Project. А где наш огромный имидж? Не понял. А, он не туда встал, я подозреваю. У него он в roll лежит, все правильно. Что-то бесхозный такой. Все, теперь вставляем картиночку. Вот он. Yes. Ну, понятно. Ничего сверхъестественного. Так. Drop an image view on called source. Be Короче, careful here, вставили. because you might be tempted to go over here and change the background. А, source compat. Ну да, сюда я вставил background. Не, нафиг мне background. Угу, окей.
So let's find out what happens when we do that. We're going to click on the three dots. We're going to choose color, pick the primary blue, click OK, and take a look at our layout. It seems like our I am rich text has now disappeared, and it also seems that we have this ugly white border. And the reason is that we've set the background of the image view. The image view is taking up quite a big part of the screen, but there's still a margin left on the value here, which is the background for the image view itself. And instead, we'll select the layout, which takes up the entire screen and contains the image view and the text. Так. То нам говорит, что если типа текст положить сюда, а у картинки бэкграунд сделать. Угу. Понял. Так. Text view. But where is the background property for the relative layout? We first have to make it visible. We have to look at all the properties of the relative layout. So either click down here where it says view all properties, or hit these two arrows on top. Это мы этого смотрим, да, понятно. ID, тыры-пыры, так. Это что такое у нас? Ну, подсказка, давай. Ну, кстати. Так, а как же? Не понял, как же убирается. Сейчас. Как-то я скрывал эти штуки все лишние. Show to. Нет, не то. Ладно, давай сюда это все отнесем. Понятно. And these are all the properties of the relative layout in alphabetical order. And here's the background property that we were looking for. And again, we can click on the three dots, select color, choose color primary, click OK, and we see the background filled in a nice blue color. Так, окей, background. Primary. Окей. Гламурно. Так. If we want to make that blue match the status bar, we have to choose the other blue. We have to choose color primary dark. And there we go. Now let's make that I am rich text pop a little. Select the text view and scroll all the way down to the T's to find a property called text color. Here we go. Now instead of hitting the button with the three dots, let's enter a hex code instead. The one for white is hash and then 6 Я так и Fs. думал, что с хэшами. Так, он текст хочет белым сделать. А, не то вот текст. Текст color. One, two, three, four, five, six. Hit enter on Жизнеутверждающий. your keyboard and watch the text turn white. Now let's look for a property that helps us child. The relative layout is the parent. If we tick this box, center in parent. А он теперь его позиционирует текст внутри. Так, давайте layout. Стопэ. Layout. Center in parent. Центрировать в родителе. Угу. Вот так вот хочу центрировать по горизонтали. О, красота. Страшная сила. It will center it right in the middle. However,
that we set earlier to 30 Я SP так и знал, что to make it a надо bit bigger. сделать. Maybe 36? 36. Or even 50? 50 SP? How's that looking? Да давай Quite bold, 50. large enough to impress us. Давай уже 50. А у меня сколько было? У меня 70. Лох, у меня больше. Stranger. Okay, so we looked at a couple of things in this video. We looked at how to show the fold. We also looked at a few more. Все, это было несложно. In this video, we're going to discuss what is XML and how does it work. In the late 1960s, early 1970s, a chap at IBM called Goldfarb, who was trained as a lawyer, had the brilliant idea that it would be really useful to be able to put tags into documents to specify what the different parts of a document were. For example, if you had a top secret memo, you could mark who it was to, who it was from, and what the message is. At IBM, Charles and his team created something called GML, which stands for Generalized Markup. Поняли, да? Юрист предложил идею размечать текст в духе XML. Я что-то такое подозревал. Юристы и программисты, они примерно одного уровня задротства люди. Language, and came up with a notation for tags. In GML, tags used to look like this, but these days, we're more familiar with the pointy bracket notation that we see on the web. For example, you might be familiar with the P surrounded by the angle brackets that indicates a paragraph in HTML. Now, it turns out that once the word got out about Charles's idea of tagging, people found it to be incredibly useful for adding structure to documents. Because all of a sudden, you could tag things with what they are and what they mean. The memo earlier was quite simple, but tags and markup really found a home in... Что-то у меня скорость падает, да? Лагает? У кого лагает, напишите единичку, пожалуйста. У кого не лагает, нолик. Это пока еще все в пилотном режиме происходит, поэтому я слежу тут за разными вещами, за трансляцией, за скоростью, за всем на свете. Поэтому не удивляйтесь, что я немножко рассеянный бываю, туплю и так далее, или не реагирую на что-то. Отнеситесь с пониманием. large project documents in the government, law, and industry. Charles Goldfarb went on to create an international markup standard called SGML, Standard Generalized Markup Language, and wrote the Bible for document professionals. In fact, one of the earliest adopters of this tag set technology was the US Department of Defense. They used SGML to tag everything in their vast database. Как интернет, XML, короче, мы обязаны XML своим происхождением военным. HALS, which established standards to exchange electronic data and technical documents. This was one of the largest. Так, все, мне это надоело уже, эта история. And created a bunch of tags used to display something. Все, я понял. A computer scientist. The I Am Rich app. There you see something called a component tree. And you guessed it, naming it a component tree isn't a coincidence. Так. Ну, в общем, он про дерево тегов раз внутри XML. Что у нас за дерево тут-то?
Relative layout у нас родительский. Ну да, корневой элемент и внутри него image, потом text view. Только неожиданно, что вот image view сверху, как бы визуально, первый идет, а text view после, поэтому text view рендерится после. Пользователи Photoshop, например, они привыкли наоборот, что если вот я text view сейчас поменяю местами с image, будет рендериться первый тот, кто сверху, по порядку идет. Но XML читает сверху вниз, поэтому для программистов логичнее, конечно, что text view сейчас будет рендериться последним, потому что он в конце документа, то есть под image view. Так, следующий урок. Все, тут, я думаю, понятно все. HTML5, так. Feed that you'll get when you subscribe to updates from a blog. But it also includes file formats like SVG. That's right, scalable vector graphic image file format is nothing other than a PDF expressed as an XML tag set. You can even see that for yourself if you open an SVG file in a text editor. Да что ты, блин, будешь делать-то, а? Чертов интернет. Ох. Короче, у кого лагало, вы сильно ничего не пропустили. Он тут про XML рассказывал. Я вам и так скажу. XML, короче, крутой формат. Он позволяет хранить и даже картинки, и вообще все, что хочешь. А мы идем к следующему уроку. Сильно лагало, да, сейчас, ребят? Твою дивизию, а? Так, спокуха. Сейчас разрулим. Спокуха, сейчас наладим. Сейчас вернется все. Тихо-тихо сейчас. Пум-пум-пум-пум-пум. Так, прием. Прошу прощения за косяки со связью. Не пропадайте, любые косяки в течение минуты, максимум 2 починим. Все. Ну, в общем, я хочу обрадовать, вы почти ничего не пропустили. Речь шла про XML. Вот сейчас, глядя на экран, вы можете увидеть выжимку, сухой остаток того, о чем шла речь. Как хранятся данные в XML, как они структурируются. Все, сейчас должно быть огонь, слышно и видно.
In this video, I'm going to show you how to add custom launcher icons for your app. Having created the app from a template, there are already some default launcher icons that were included. You can see these if you open the bitmap directory, and inside you will see several launcher icons. When you double click on one of these, you'll be greeted by the Android logo. Each of these icons has a different resolution. The smallest one is the one with the MDPI extension, and the largest one is the one with the XXX HDPI extension. The reason why you have 5 versions of a launcher icon is that each one is appropriate for a different type of phone screen. The smaller icons with the MDPI or HDPI extension are for older phones with a low resolution, and the launcher icons with the XX or XXX HDPI extensions are much larger. These are for phones with very large resolutions that require high resolution launcher icons so that the app icon looks crisp on the home screen. Now let's add our own launcher icons to the mix. Open the folder with the iMrich assets that you downloaded. Inside we have our new launcher icons. Now all we need to do is add these to the project. Back in Android Studio, let's right click on the bitmap directory and go to Show in Explorer, or on Mac, Reveal in Finder. Now all you need to do is add the HDPI Так. У нас, в принципе, есть уже... launcher icon to the HDPI folder. Господи, что за херь? Сука. Вот так вот нервы тренируются. Ёпрст. Воля закаляется и характер. Терпимость к людям криворуким. Так, ладно, давайте догадываться по ходу дела. Лаунчер. А вот Bitmap, IC Launcher. Diamond Launcher. Точно. Diamond Launcher. Есть кто живой в чате? Напишите единичку. Directory and go to Show in Explorer, or on Mac, Reveal in Finder. Now all you need to do Так, теперь с этим вирусом какая-то лажа. Высокие технологии, мать их за ноги. In this video, I'm going to show you how to add custom launcher icons for your app. Having created the app from a icon to the HDPI folder. Это понятно уже, все, покажи, как это увидеть.
марки оставили. Launcher, ну ясно. I get you guys familiar with the project structure of an Android app. So as you can see, my resource folder has a bunch of subdirectories. It has... Так, нет, что ты меня грузишь? Давайте симулятор запустим. Ты иконку покажи. Пока он запускается там. It has the drawable folder, it has the layout folder, it has the bitmap HDPI folder, the bitmap MDPI folder, the values folder, and a whole host of other folders. The interesting thing to note is that the project view in Android Studio is just a view of what's on your hard drive in the first place. And as we've been adding these files, Android Studio will wait. Чё ты залипла, тварь? У тебя пару минут уже закэшировалось. Wake up and it will sync. And those Diamond Launcher and... О, симулятор дуплился. А, нет, он только он дуплился, он инсталирует. Ладно. У нас там... Бугага, он картинку испоганил. Ладушки. Да, план был бы закончить по-быстрому это приложение. Расскажи Богу о своих планах. И об искусственном интеллекте в 21 веке и развитии технологий гребаных. Космические корабли бороздят просторы. Картинка битая. Ладно, бог с ней. Иконку покажите. Покажите мне иконку приложения. Где мое приложение? Вот оно, вот оно. Родимое. Вот. Типа он круглую схавал. Окей. Нормально. Можно считать успехом. Diamond Launcher round icons that we've been adding should... So we have to explode the app directory, then the SRC or source directory, then the main directory, and inside we'll see the res directory. And here you'll... Okay, so we're ready to launch our app. There's two ways we can do this. We can either launch the app in an emulator or on a physical device. So plug in your phone or tablet into the USB. А, ну мы это уже лаунчили, что ты? And click on this Android Monitor tab here. You should see your device listed here, where mine says Nexus 6P. Только мне не нравится, что он картинку побил. Хочу другой эмулятор сделать. Nexus 5X. Симулятор интернета впору ставить скоро будет. Симулятор программиста и симулятор пользователей.
Так, слышали же теорию Илон Маск? Все этот форсит мем, что вся наша вселенная, весь мир — это большая компьютерная симуляция. И приводит там аргументы, якобы логичные, убедительные, что это с большой вероятностью именно так и есть. Вот, конечно, чушь собачья, но смешно. Так, Galaxy Nexus. Давай, Galaxy Nexus у меня будет. И нуга. x86. x86, 64, да. Все. Graphics Automatic. Galaxy Nexus. Давай. And you should see log messages which show the activity on your phone scrolling around here in the log tab. If you don't see your phone listed here, check back at the earlier videos on how to get Понятно, это лог. Давай дальше. Что у нас там вообще из роков-то? Угу. then be installed on the phone. Now the emulator isn't the fastest thing in the world, and the first time you fire it up, it definitely takes a bit of time. So I highly recommend you actually run the apps on a physical phone because you free up a lot of resources for your computer. I would have normally chosen to run my app on my phone, but so that you guys can see what I'm doing, I'm running it in the emulator here. So my device is coming online. And it's launched my app. The Android emulator actually behaves pretty much like a real phone. So you can like click on the home button and you should see the app that you just installed. Окей, поняли. Поняли. Чувак, давай. Скажи, у тебя картинка не глючит? Не глючит, поди. Нам закинул фуфло. Так. Не глючит. Дальше. Okay, so we've built our app and it's working. Вау. Пошла жара. Вау. Во, другое дело. Так. На девайс нужно запилить. Обязательно. На девайс. Только на девайс иконку другую сделаю. Квадратную. Connected. Так, а мне его нужно сделать, чтобы он... А вот USB Options Media Device. Как же ты раньше делал?
Developer. Так, тихо, где это? А вот. You are now a developer. Developer options. Угу. О. Опачки. Потом все. Что-то он не пустил его. Все, install via USB нужно позволить. Да. Сейчас-то что не так? Давай еще раз. Так. Device restricted. Что-то он мне не дает. Странно. И фигли. Security, пойдем посмотрим. Здрасте, приехали. Я сейчас пытаюсь установить на живой телефон, на железный приложение. Первый раз на этот.
А он мне фиг показывает. Disable Wi-Fi. Понятно. Все хитрее гораздо. Все, пойдем дальше. Let's take a look behind the scenes. We've been doing all our design work in the layout file, in the activity_main.xml file. And we've been doing it in the layout editor, where we've been dragging views from the palette and dropping it onto the canvas here, selecting the views in the component tree, and editing their properties. In this video, I want to show you how to edit the layout file source code. The layout editor is great because when you select a particular view, you can see all the properties listed very clearly. However, it's not very precise and it can mess things up for you if you're not careful. The way you view the layout file source code is by coming down here and clicking on text. And here you're presented with the XML code that actually makes up the layout file. You can still preview the phone screen by going over to the right-hand side and clicking on preview. And here you can hide or show the device canvas. Okay, so let's take a closer look at this XML code here. We have our three components. We have the relative layout, we have the image view, and we have the text view. Each component has the properties associated with it that we set in the layout editor. You can see on the right-hand side, when I put my cursor inside a particular piece of XML code, that will outline that component on the preview. And that Теперь у меня и мышка will сдохла. update as I change the properties. Вообще сегодня So if I change the прет. text view's layout height from Пруха. Ничего, прорвемся. С вами что-то намудрили вроде как в новой прошивке. Китайцы не любят разработчиков. Так. Okay, so we've built our app. And it's working. Let's take a look behind the scenes. We've been doing all our design work in the layout file, in the activity_main.xml file. And we've been doing it in the layout editor, where we've been dragging views from the palette and dropping it. Ништяк.
Так. Go onto the canvas here, selecting the views in the Тоже попробуем альтернативный вариант. component tree and editing their properties. In this video, I want to Трындец. Сейчас я немножко жду, пока он восстановит канал. Собака. Такая вот подстава, блин. Да тут не в железе дело, а в чудесном интернете.
Так, ладно. Ребутнем телефон для порядка. Мышка, походу, сдохла. Конкретно. Да. Okay, so we've built our app and it's working. Let's take a look behind the scenes. We've been doing all our design work in the layout file, in the activity_main.xml file. And we've been doing it in the layout editor, where we've been dragging views from the palette and dropping it onto the canvas here, selecting the views in the component tree, and editing their properties. In this video, I want to show you how to edit the layout file source code. The layout editor is great because when you select a particular view, you can see all the properties listed very clearly. However, it's not very precise, and it can mess things up for you if you're not careful. The way you view the layout file source code is by coming down here and clicking on text. And here you're presented with the XML code that actually makes up the layout file. You can still preview the phone screen by going over to the right-hand side and clicking on preview. And here you can hide or show the device canvas. Okay, so let's take a closer look at this XML code here. We have our three components. We have the relative layout. Так, а где превью? Ну-ка. А у меня, походу, нету превью. А, я не тот файл смотрю, господи. Во, activity. Текст, ага, превью. Ну, в общем, понятно. We have the image view, and we have the text view. Each component has the properties associated with it that we set in the layout editor. You can see on the right-hand side, when I put my cursor inside a particular piece of XML code, that will outline that component on the preview. And that preview will update as I change the properties. So if I change the text view's layout height from wrap content, which means it should be as big as the text inside of it, to match parent, which means it should be as big as the relative layout that it's in, you can see the blue box update. So I'm going to change that back, and you'll notice that as soon as I type the W, Android Studio's autocomplete will already suggest the name of the property that I can insert. So I'm just going to hit tab on my keyboard. So that's quite a handy way of seeing how the design updates as you notice about the XML code is that you might see some great XML. And the text view is simply pointing to that file. So by hovering over it, we can reveal that it's actually at these views around a little bit. What actually happens is that there's XML code written in the background. And if we go back, we can see here that we've just set a bunch of new rules that this text view will have to comply with. By dragging it to this position and это интереснее, уже интереснее. Типа мы взяли текст и к правому прицепили. К правому бордюру. И он тут у нас появился. Parent end, parent right, parent top. Типа относительное выравнивание внутри парента. In the relative layout, I've said it should try to align it to the top, align it to the right, but keep a margin of 36 dp from the right-hand edge. Now this was probably an Margin 18 dp, ну-ка. Mm. 28. 48. А, это что ли главней? 128. Чпок. Ага, ну туда совсем. А тут хоть 0 ставь. Пофигу. Интересно. Тут от порядка зависит. Упс. Не то.
порядка зависит? Нет, не зависит. Тут, значит, логическое. Угу. Я понял. Margin end. Parent. Ладно, да, предположим. Unintended consequence of moving this text view around. The alternative is directly editing the XML code. So I'm going to delete those properties that are set by accident. So I'm simply going to start writing the name of the property I'm looking to set and let Android Studio do the rest. I'm going to type center, and I get 3 choices. Center in parent, center horizontal, and center vertical. I can use the arrow keys on my keyboard to select the one I want, hit tab, and get presented with the next set of choices where I can select the one I want and hit tab. Типа матчпок и никакого вообще его ограничений. А потом выбираем Center Horizontal True. Так, а что еще есть? Center Vertical True. Угу. То есть, короче, набор таких опций есть по выравниванию внутри лейаута. In parent это он и vertical, и horizontal одновременно. Center horizontal true. О, ништяк. Tab again. Alright, so in this video we talked a little bit about how the layout editor may produce unexpected results, how to review a component's properties in the XML source code, and how to use Android Studio's. In this video, we're going to take a step back and talk a little bit about Android project structure. To build the iMrich app, we've navigated around the project pane quite a bit, so let's try to get a better feel for all the different components of an app. Like other programs, an Android project is really a collection of files that work together to make an app. Every file is responsible for a specific thing, and ideally that is really only one thing. It's like division of labor in a factory assembly line, where each worker has a specific task. In programming, the idea is to split up the functionality to make things less complex and easier to understand. An Android project has 4 main elements. It has a manifest file, it has Java code files, it has resources, and it has Gradle files. The manifest... Так, я эту перспективу вообще не люблю. Ну давайте для порядку. Нет, это не то. О, Андроид. Ну, что, тоже неплохо. Gradle, да. Ресурсы. Манифест, файлы и код. Тест. Юнит-тест и Android-тест. Ага, тут основной код. Все понятно. This file is like the boss. The manifest has the information about the app that needs to be communicated to the Android operating system or the Google Play Store, like what the app is called, what the app icon is, what components the app has, as well. Короче, метаинформация, понятно. Code that corresponds to a certain shade, XML, just makes the app really easy to translate. If I wanted to translate this app into Spanish, all I would have to do is supply another strings XML file with the Spanish equivalent for all the text that's used. Понятно. Hex code. Up into different files and show you where these files are kept. All this will seem really strange at first, but you'll get much more comfortable with it as you work through the project. Promise. Version control. Как интересно. Что он хочет здесь делать? Да блин, раскрывай ты мне эту секцию всегда. Гид. Гид у меня стоит, короче. Сейчас даже покажу. Вот что сегодня на быдло кодили. Так, это мы пропустим. Coding Challenge. О, Coding Challenge. Ништяк. Okay, so you've gotten on to the first challenge. Let me briefly explain what the challenges are and why they're so important to learn app development. We've designed the curriculum so that the Android projects slowly ramp up in difficulty and complexity over time.
Each app builds on the concepts you've learned in the previous project, so it's important that you really understand them. We've developed the structure over years of testing, making sure each successive jump is not too big, but that each project still remains challenging in its own right. The thing about learning programming and app development is that you can't simply pick up a book and read about it. The only way to really understand what's going on and to internalize those app development skills is by putting them into practice. Now, there's a lot of information in the tutorials and a lot of new concepts that will take time to really get your head around. However, without applying this information and doing something with it, it will soon be forgotten. And this is where the coding challenges come in. The challenges roughly outline the steps that you need to take to build a particular app. In the beginning of the challenge, we'll show you what the final product should look like, and then we'll show you the steps that you need to take to make it. That said, the creative part, all the coding and all the design, is up to you. There's going to be no screenshots and no videos from us, but at the same time, the things we're asking you to do are all things that you've done in the guided tutorials already. Alright then, so let's get on to the first challenge. Так, первый челлендж. Now that we've built the I Am Rich app, it's time to build the predecessor, the I Am Poor app. The goal of this challenge is to make you more familiar with the Android Studio development environment and also show you how to work with projects that you downloaded from GitHub. GitHub. Что, слабо сделать теперь приложение «Я бедняк» с какашкой вместо бриллианта на картинке? Is the place for finding open source code that you can integrate into your app, as well as a great tool for collaborating with Icon and design the screen's layout. This will allow you to review some of the work that we did setting the properties for the text views and the image views from GitHub and open it in Android Studio. Arrange a text view and image view user interface element on screen and have the image view display a piece of code. Set a custom app icon, and finally, build and run the app on a device or emulator. The I Am Poor app is a very simple challenge and will guide you through you. Our app should look something like this, but feel free for the simulative touch. Так, ну это слишком простое задание какое-то. Ну ладно, давайте уж пробежимся. Раз мы системно решили подходить. This will introduce you both to working with GitHub as well as working with the Gradle build tool. For our challenges, we will leverage a feature of GitHub called GitHub Education. As such, you will need to create an account on GitHub. Creating a GitHub account is free, and there's no need to upgrade to GitHub's. You will be able to accept the assignment. So go ahead and click Accept this assignment. Так, что-то интересненькое. Classroom GitHub. Окей. Так. Вот зачем эти звездочки нужны. Что на стримах не видели. Пам-пам-пам-пам. Accept the assignment. Окей. Он типа для меня личный репозиторий создал, нифига себе. Так. Ладно. Тянем. Хотя название приложения мне не нравится категорически. Так, утянули. Угу. You'll then be presented with a screen like this. Here you'll be able to click on the link to navigate to your assignment repository. The assignment Так, это можно сделать, понятно. Go to your Android Studio settings, which you can find under Configure, and then Preferences if you're on a Mac, or Settings if you're on Windows. If you don't see the splash screen, this is going to be in your File menu. From there, find a section called Version Control. Expand the little arrow and click on GitHub.
Here you're going to put in your login and password that you created on the GitHub website. And to make sure everything's working, hit test to try it out. And after that, just click OK, and Android Studio can now talk to your account. Click on Check Out Project from Version Control and select GitHub. If you already got a project open and you're no longer on the splash screen, click on the VCS menu and go to Check Out. Так, ладно, короче, открыть проект надо тупо. Out from version control and you'll find the same option here. Android Studio will now talk to GitHub and ask you from which GitHub repository you want to open your project. The main thing we have to specify now is the you'd set it to я your уже так скачал, все понятно. or prompts our way. As part of this challenge, one of the things I want to show you are these dialogues that you might encounter when you open up projects that you download from GitHub. But don't worry, I'll walk you through it. It's going to be alright. Each Android app is built with a particular SDK or software development kit. In this case, this project was built with Android SDK 20. Вот эта фигня меня часто донимала, да. Which I don't have installed. So I'm going to click on Install Missing Platforms and Sync Project, and I will be able to download the missing component. I'll be greeted by this window which reads Component Installer, and Android Studio will magically pull and install the missing SDK. Once it's done, just hit Finish, and Gradle will try to resync the project. Now, one thing to understand is that the tool that builds our project is called Gradle. And Gradle has two things that update over time. The first thing is the plugin version, and the second thing is the build tool version. When we open a new project, Android Studio will check the versions of these components that we've got installed versus the versions that are required or the latest versions that are available. So if you see a dialog prompt like this that asks you if you want to update the Gradle plugin, go ahead and click yes. The next thing we'll see is another prompt from Git, which is asking us if we want to add a VCS file. The VCS file is just a file that's used by Android Studio to keep track of the versions of our... And that's it, we're finally done. Now this blank screen where we got dropped. Так, ну давайте. Апдейт. Ну, апдейт, да. Gradle у нас новее. Все у нас тут для 25-й версии. Ой, тут для 25-й. С ума сойти. 25.3.1. Тут 25.4.0 компат. Двадцать 26.02. Угу. Рожает. Так, ну, допустим, родил. Все, достал ты меня билдить по 3 часа. Давай, показывай лейаут свой. Лейаут пустой. Ну,
Ожидаемо. Popped off isn't much help. So expand the project pane on the left-hand side and let's open the layout file for the IMCO app. Now this might seem like a really laborious exercise, but I really wanted to show you all the possible prompts and all the possible windows that you might see when you try to open a project, any Android project from GitHub. But despite all this hassling, the good thing about Android Studio is that it provides a pretty decent default option usually to help you open an Android project without falling over. Данила, да научиться как? Как и всем в этой жизни, постепенно, по кусочку. Туториал возьмите какой-нибудь по гитхабу, по гиту точнее. На том же гитхабе наверняка есть материалы. Какой-нибудь хороший туториал, самый простенький для новичков. И начните просто работать с этим, и все, потихонечку привыкните. Так, текст view добавить. Ну, короче, понятно, все нужно повторить. Relative layout. Текст view. Сюда положу. Опа. Шрифт сделаю 60 SP. Давайте 54. Так, а это экстракция. О, ресурс main, нормально. Опачки. Image view. Теперь уголек нужен. Красота. Ой, не туда стоять. Так, что у нас с выравниванием? Ту-ту-ту-ту-ту. Пум-пум-пум-пум-пум. Layout parent bottom. А, вот, margin bottom. Давайте 12 сделаем. Во. Красота. Все, ну ясно. Run the app. Как засабмитить? No. Давайте запустим действительно. Так, а в дебаг режиме он умеет запускать? Умеет. Окей. Вот тут Nexus 5 не понравился. Ну и, конечно, иконку писать. Иконочку. Она уже прописана. Так, рожаем эмулятор. О, родился. Теперь в него рожаем приложение. Ух ты.
А этот не заглючил. Покажи мне иконочку твою. Что-то странно, кнопка «Домой» не работает. А, вот она прям такая полупрозрачная. Нормально. Не пойму, почему кнопка «Домой» не работает в эмуляторе? Что за нафиг-то? Сеттинги. Локейшн. Чем какие-то лампочки только назад работают. Ладно, Google запущу. Не до фонаря. И это до фонаря. Все, короче, задание сделали. Что он дальше хочет? Now that you've completed the IMPro project, it's time to upload it to GitHub and submit your coursework. Now submitting the challenge project. Какой он хитрый. У него текста не так написано. Из двух текстовых вьюх состоит. Один, два. Угу. И второй при этом еще жирный. Это у нас, наверное... Хороший вопрос, как сделать жирным текст. Да, блин, текст я сказал. Текст стайл, понял. Текст стайл. Болт, теперь его нужно выровнять правильно. Выровнять. Нам нужно выровнять следом за этим. Слушайте, это интересно, как он его выровнял. Ну-ка, вернись. Здесь нет этих подсказок. Так, интересно. Интересно. Now. Умеет ли Relative Layout друг за другом их цеплять паровозиком? Или он только... Так, что это было? Нет, он один к другому не привязан. Нет, ему пофигу. Давайте гуглить.
Layout below. Layout. Интересно, layout below еще есть. Ну-ка. Давай попробуем. О, to write off. Фу ты, блин. Не вымочь view, а в тексте, да. To write off. И что у нас нужно? Текст. ID текст view 1. Опачки. Угу. Margin вообще не нужен. Тут вообще не надо. Текст size, ну да, давайте поменьше, поскромнее надо быть. Во, отлично. Только не уверен, что это работает, но to end of он предлагает. Так, нет, это глупо выглядит, потому что у них теперь нету никакого марджина. Но если мы сделаем в тексте, например, пробел, так, он пробел и вообще ему плевать. А так, бугага. Нет, это бред. Это бред. А умеет ли он внутри делать балдом, интересно? Совсем дичь. Дичь у него спрошу. Давай, да вылазь ты твою дивизию, а, зараза. Так. Text view. HTML. Он только в коде предлагает его так зафигачить. Седата. Или седаты сделать. Интересно, интересно. Вообще интересно. Что он так умеет? Ну, рискнем совсем такую дрянь сделать. Что, сработал, что ли? Господи, у меня тут болт изначально. Тын. Так, что не нравится? Нужно продублировать. То и другое. Нет, ладно, не будем возвращаться. Все, нафиг это нам не нужно.
интересно. А вот как hard space делать, штука полезная. Как бэкэндер говорю. Entity. Ох, ничего себе. Как сложно. Ну, давайте. В качестве эксперимента. Во. Ништяк. Болт. О, красота же. Now that you've completed the IMPro project, it's time to upload it to GitHub and submit your coursework. Now, submitting the challenge project is entirely optional, but it's a great way to show the world what you've done and how far you've come. So one thing you'll notice is that during this Android development course, not only do we have these small mini challenges in the videos where we encourage you to try and implement something on your own, but there are also a number of apps like the IMPro app where you're going to be building something from scratch. Each of these challenges gradually gets more complex, and completing these challenges means that you will have achieved a level of competency both in the Android platform as well as in Java programming. So this begs the question, how do you submit your coursework? We will use a feature of GitHub called GitHub Education to collect your coursework. Having accepted the assignment and written the code in Android Studio, we gotta find a way of getting your project up on GitHub. In other words, you're gonna have to update the assignment's project repository. Submitting your project will involve using the Git version control system and is a two-step process. First, you'll have to commit the changes to your project. This means that you save or record the changes that you made to your Android app. And second, you have to push, which means updating the files in your repository on GitHub. Fortunately, we can commit and push in one go because we imported the project from version control when we started. So go to the menu that reads VCS and then select Commit Changes. At this point, you'll be confronted with something called a change list. And here you'll see all the files listed. Ну, хочет из GUI, чтобы я закомментил. Окей. Так, а он его вообще понял, что это... Нет, он не сообразил мне, что... We imported the project from version control when we started. So go to the menu that reads VCS. VCS, ну... А, у меня не заинейблено. Во. Коммит. Ладно, через GUI сделаем. Хоть это и не православный способ, но ничего. Libraries, вот это что за бред? Это gitignore. Это не надо коммитить. Вот это не надо коммитить. Вот так, да. Commit. А, message. Решено. Что мне нравится? Господи, вот пристал. Commit changes еще раз. Точка ID нам не надо. Все. Commit and push. Push. Привет.
Вовремя все подтянулись. Решаем задачки с курса. Паспорт. Господи. Да ну вас в баню. Я из консоли запушу и все, и не буду париться. Git-ignore только нужно сделать. Все. Так, что мне нравится? Что ты меня грузишь? When I hover up, clicking on ready. Мышка у меня уже сдохла. Saying no errors, but there's 3 warnings, which are due to not using the very, very latest versions of some plugins. So I'm going to click commit, and because I've selected commit and push, Так, сейчас он будет рассказывать про solution, но мне это не интересно, непонятно, почему он у меня. Так, тут с ключами все в порядке. Угу. Как же мне вам запушить-то, ребята, если вы мне не даете? Так, а если мы вот тупо... Допустим, вот так вот. Commit. Не, схавал, значит, я коммитить могу. Фигли он мне ключ-то не дает. Так. Ладно, последуем тому, что нам говорят. Ага. Это мой ключ. Логично. Так, что-то мне это
не нравится вся возня. Ну ладно, давайте проверим, мой ли ключ или нет. И да, все ништяк. Во. Правильно. Pull-push. Я ж там этот поменял git ignore. Сейчас конфликты будут. О, разрулил конфликты. Ты смотри, ну как он их разрулил. Интересно. Git ignore. Точка идея. Дважды точка идея. Ну ладно. Сойдет. А идею все-таки пихнул сюда. Вот тварь. Ну, бог с ним, все, сейчас не про гид у нас история. Стерпится, слюбится. Пу. Они какашки. Почему кнопка домой не работает? Я не могу так спокойно вообще жить. Посвежее будет. Что-то тут хитрое. Ну ладно, что у нас там с челленджем? Okay, so in this video, I'm going to show you the solution to the first challenge, the I Am Poor app. I'm going to have Android Studio on my right, and I'm going to have the instructions that are outlined in the challenge on the left. So first things first. Ты покажи код текста, как ты его сделал из двух половинок. Остальное более-менее доперли. To black. So I've got my text color attribute here. I can click on the three dots and I can pick one of the colors in Xcode 000. And what this, I want to see a preview. Pixels, which image, and I've got the image button. What displays are. Так, а дальше? And that's why it came up as a choice. Да нет, про текст. Расскажи про текст, чувак. Веб-разраб? Ну, можно и так сказать. Я веб-разраб, да. To pick something nice. I think I'm going to go with this light gray color. So I'm going to click here, copy this hex code. Back in Android Studio, I'm going to change the background color of the entire attribute for the Let's move on to the next step. So the basic styling of this app is already pretty much done. Какой next step, Ах ты хитрая, жопа. Ты там из двух половинок текст собрал, в предыдущем видосе. So I'm going to select my text view, and then I'm going to delete the word poor. Во, другое I'm дело. also going to make it even larger. I'm going to change it from 40s layout, so I can either drop it off onto the phone preview here on the screen, or I can just drop it straight into the component tree. And then I'm going to change the text property, or the text attribute, from text view to the word poor.
Gonna enter, and then all I have to do is maybe actually put it next to the words I am. But before I do that, I'm also gonna make it large, and I'm gonna make it bold. So instead of scrolling through all the attributes here, so what do we have here? Text style. I'm gonna put a tick mark next to the words I am. I'm gonna move it over slightly. I'm gonna select the word poor, and I'm gonna move it next to the word I am. And you can already see that it's not arranging itself properly. Let me move this image view down a little bit. Drag this down, and I'm gonna try and arrange this a little better. Okay, so this is already looking a little better. Maybe it should be slightly closer together. Select this. Чувак. Closer. Too close. Тоже мне, блин. Go on the attribute pane. Click on the little. I still got the search, so I'm gonna click on the little cross. And up here, where my ID property is, I'm gonna change that to text. Дизайнер. Property, so what this text view is called, to text underscore pool. Then I'll just say yes. I'm also going to change what the image view is called, from image view to maybe image underscore col. That way I know by the ID what the image is displaying. If we had loads and loads of it, Тупо просто их but one thing разместил. that you'll notice is that you don't always get the expected behavior when you're clicking around inside the preview here. It's actually better in many cases to edit the XML source code directly. So I'm нет. going to change to text. Ну-ка. So see my source code. I'm going to zoom in here on the preview. I'm going to take a look at what sort of rules have been set on these text views. So in the I am text view, it's aligning itself to the left of the screen, to the start of the screen, to the top of the screen, and here are the margins. On the left, it's got a margin of 68. At the top, it's got a margin of 24. The text is I am, and the text color is to each other. We can also see that there are rules on the second text view of the word pool that it should arrange itself at the right side of that first one. So for the image view that's displaying our col image, we can actually say that it should center itself vertically. So instead of having the rules that it should align itself to the left, we're going to say center horizontal. Margin. Ну все, да, он нормально сделал. Все, я раньше времени его ругал. Он сделал end и margin. Правильно. Это не так точно будет, как жесткий пробел, но... Ну, в принципе, тоже вариант. Так, где у нас текст? Чтобы вот этой ереси не было. И, в принципе, да. Ну что, почти, да, пробел. Такой нормальный. 12 dp даже. 8. Во. Шикардос. True, and center vertical true. And I'm also going to delete this code here. I'm not going to force the col image to be below this text view. And when I do that, the col image shifts up a bit. So let's run our app again and see what happens. So if I click this lightning symbol here, which reads apply. Все нормальный курс, давай дальше. Так, господи. О, 4-я секция. Игральные кости будем делать и изучать таким путем Java и XML. Отлично. Все, это уже тогда на следующий раз отложим. Казино. Напишите единичку, кто вообще пытался кодить, за мной повторять
и делать такие же приложения. Данила, смотри, вот один вариант. Это margin start. Вот к этому тексту добавил margin start. Он еще предлагает продублировать margin left для более старых версий андроида. Но при этом вот здесь вот очень важно, что внутри relative layout второй текст view выравнивается после конкретно вот тут ссылка на первый текст view. То есть он как бы идет следом за ним. И как я сделал, я хардкорный пробел, как он, неразрывный пробел поставил. Ну, я как бэкэндер, который вообще не любит возиться с этими пикселями, выравнивать фронтенд, вот все это настраивать. Часто просто чпок, как этот бр-тег любят ставить люди. И это точнее вариант на самом деле, если нужно из двух половинок собрать, потому что неразрывный пробел всегда точно будет равен по ширине пробелу в тексте. А он сделал по-другому, он сделал за счет марджинов. Просто тупо подобрал на глазок марджин, отступ этого правого текста от своего предыдущего этого брата. И тупо так расставил. Вот как сейчас у меня. Red Planet TV на канале запись сразу выкладывается, можете смотреть. Хотя, что там смотреть в записи? Сегодня я полстрима возился с интернетом, с чудесами технологий современных. У меня не завелся мой Андроид мега Xiaomi телефон. Сдохла мышка попутно. Короче, веселуха была. Но спасибо всем за терпение, кто дожил до конца. Кто пришел позже, где вы раньше были. Ну, в общем-то, вы как раз пришли на итог. Все, в следующий раз, я думаю, мы вот это приложение делаем. Попутно я вспомню, а кто-то из вас, может быть, изучит что-то про джаву. Все, если вопросы какие-то есть, задавайте, и я выключаюсь. Музончик включу пока. Чат поставлю. О. Чатик. Я думаю, смотреть в записи вообще нет никакого резона. Это даже не вебинар. Это не что-то такое прям... Больше для мотивации, для того, чтобы въехать в какие-то детали. Ну и вообще с пользой провести время. Создадим чатик, если очень надо будет. Вы первый, кто попросил, и, всему свое время. Если народ будет подтягиваться, если у меня не будет такой возни с этим, с коннекшеном, со всей этой ботвой, которую я ненавижу, вот это вот сисадминство, починки телефонов, мышек, меня это прям бесит, пипец. Ну, я расслабился, я привык к рельсам, все работает понятно, интуитивно. Данила, глобально Gradle настроить, чтобы быстрее прям все летало? Нет, вряд ли. Потому что долго работает не потому, что Gradle плохой или Android Studio плохая, а потому что очень много кода генерируется в Android проектах. Этот весь код на Java, его нужно откомпилировать, хорошо оптимизировать. И, почитайте, я точно не знаю, наверняка есть какие-то хинты, статейки, как оптимизировать чуть-чуть. Но я не думаю, что принципиально вы прям ускорите. Это некие такие издержки производства, с которыми нужно смириться. Gradle я сам не люблю, я стараюсь не влезать в детали без необходимости. Можете посмотреть, полно курсов от создателей Gradle. Есть курс на edX.com или на Coursera бесплатный. И он достаточно неплохой. Но даже пройдя его, я все равно Gradle не люблю.
Лаги сегодня в основном по моей вине были, по вине моей связи, точнее. Вот. Да, Данила, нормально. Запросто несколько минут может тупить, как нефиг делать. Перл нормальный язык, очень сильно повлиял на Руби. Руби очень много унаследовал от Перла, много хорошего, а плохое не унаследовал. Ну, Перл, конечно, страшноватый. Он во многом поэтому потерял популярность, потерял пальму первенства в веб-приложениях, хотя в свое время претендовал на это. Из-за того, что очень легко писать страшный, непонятный код на Перле. Он слишком такой уж хитромудрый, слишком гибкий. Все, через минуточку отключаюсь, если вопросов не будет. Спасибо, что пришли, спасибо, что терпели это все беспредел со связью, что поддержали. Вот. Я пошел искать мышку или эту чинить. А в следующий раз будем писать приложение, ну, казино практически, кубики кидать будем. И, как обещают нам авторы этого курса, изучать джаву и Xml. У Перла, да, высокий порог вхождения достаточно, но он достаточно сложный синтаксис, и он слишком такой, ну, слишком гибкий. Там можно писать как угодно. Я не знаю вообще, зачем Перл сейчас изучать с нуля, если, ну, разве что если начальство сказало, нужно срочно на Перле что-то написать. Следующий примерно на следующей неделе. Либо примерно в среду. Может, во вторник. Посмотрим. Подпишитесь на канал и не пропустите, поставьте себе колокольчик. И точно будете всегда знать заранее. Все, ребята, пока. Рад, что пришли, поддержали. В общем-то, народу много. В течение трансляции побывало. Не все остались до конца, но и на том спасибо. Не забанят. Я специальные треки нашел, за которые не банят. Но пасаран. Все, пока.